Джулия, добрый вечер. Добрый вечер, Геннадий. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного. Добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Джулия войдет в состояние гипноза, не зная предмета исследования. И я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. Теперь на счете 3 ты подключаешься ко всей информации, которая связана с именем Гермес Трисмегист. 1, 2, 3. Теперь на счете 3 ты видишь все эти каналы информационные, которые связаны с этим именем. На счете 3 разделяешь эти все каналы на две части. Те, которые правдивую информацию дают, и те, которые ложную информацию дают. 1, 2, 3. Получилось? Да, На счете 3 ты удаляешь все эти каналы, которые ложную информацию, ты их не берешь в твое внимание. Так, а теперь на счете 3 ты мне скажешь, кто есть Гермес Трисмегист в самой своей сердцевине. 1, 2, 3. изначально это частица Творца. В нем есть все знания мировозданий, вселенных, прошлого, настоящего, будущего. Он есть везде. Частица его находится в каждом человеке. Он как архитектор, который вложил частицу себя в каждого человека. Да. Что за единая истина лежит в основе всех его учений? Истина, что маленькая частица может вырасти в огромную вселенную, и вся вселенная может сжаться в одну маленькую частицу. Все есть едино, и все есть. В этой частице помещается и свет и тьма. Без этого баланса нету жизни, нету продвижения.
Да. Почему именно трижды величайший? Где границы этих величий? Цифра 3 изначально есть сакральная цифра, которую используют во многих религиях как мать, отец и сын, как Отец, Сын и Святой Дух. Это идет как искажение, но цифра 3 есть божественная сила. Это есть цифра, которой кроется огромная информация, как ключ для всех замков. Да, Какой аспект Гермеса наиболее сокрыт от профанов? что такое профаны? Это те, которые не понимают, о чем говорят, несведущие. Еще раз повтори вопрос. Какой аспект Гермеса наиболее сокрыт от профанов? На данный момент это как это имя есть как легенда, это имя есть как история, которую можно прочитать в книгах, учебниках школьных или поискать в Википедии. Это все есть как искажение. Нам нужны какие-то рамки для того, чтобы осознать и принять какой-то образ в своем воображении. Когда мы говорим про Хермеса, у него нет границ. Его нельзя положить в какие-то рамки. Оно есть знание непознанного. Это знание, которое каждый ищет, каждый, который начинает задуматься, для чего я пришел в этот мир, для чего я здесь нахожу. Это вот и есть это истинный вопрос, который отвечает Гермес. Оно открывается для тех, кто достигает уровня. Для тех, кто остается внизу, он всегда остается загадкой и просто мальчиком с крыльями на сандалах, посланником Бога, Зеуса. Это тоже идет искажение. Да, Есть ли разница между Гермесом как существом и Трисмегистом как принципом? Гермес как существо — это рамки, это легенда. Когда мы говорим про тройную суть, это уже идет без ограничений. Это есть высшее сознание, и если ты соединяешься с этим сознанием, у тебя открывается очень много возможностей и понятий.
Это человеческим умом это не понять, это только через душу и сердце можно осознать. Да. Какова его истинная роль в великом плане? Он один из учителей, который нес баланс и развивал человеческий род для того, чтобы он мог проходить самый лучший опыт для познания себя, для возвращения своей сути к Творцу. Он как мост, через который проходишь для того, чтобы опять соединиться с Творцом. Не на физике, а там на метафизике. Да. Каково его истинное имя, вибрирующее в основе реальности? На счете 3. 1, 2, 3. Можешь уточнить, пожалуйста, вопрос? На счете 3 ты почувствуешь, каково его истинное имя, вибрирующее в основе реальности. 1, 2, 3. Мне ничего не идет. Очень хорошо. Это имя, которое есть, и больше ничего. Неопознанное, да? Мгм. Хорошо. Откуда первичный импульс его знания? Изначально идет соединение с Творцом. Это воля Творца. Если взять его как физическую сущность, мне идет слово Атланты. Это вот как прародитель именно их, который вел их и показывал технологии и знания, как поднимать свой дух выше, как просветлять свой ум и как расширять пространство и делать физическое тело очень сильным и не п- вот где здесь и сейчас если я пытаюсь просмотреть, очень тяжело это писать, потому что в наших физических пониманиях это тяжело описывается то, что я вижу. Эти учения, которые он давал, они до сих пор есть где-то, есть группы людей, которые несут это знание.
И оно как магия, оно как какие-то магические ритуалы, когда ты превращаешь что-то из одной субстанции в что-то вообще другое, как алхимия, когда из ничего можно сделать золото. Когда говорю из ничего, это вот просто из пространства вытаскивать. Для моего Для моей головы это немножко тяжеловато все описать. Я ответила на твой вопрос. Хорошо. Что за переживание сделало его трисмегистом? У таких сущностей переживаний нет. У нас, людей, есть переживания, потому что у нас не хватает знаний. У него это расширение идет. Расширение и принятие результатов, которые он видит и осознает как результат своей работы. Но это идет принятие как неизбежных результатов для дальнейшего развития. Я бы не сказала, что это переживание, это принятие. Кто или что были его действительными учителями? У него есть сознание, он сам есть все, и в нем есть абсолютно все. Если проговорить немножко попроще, он учился от людей, от тех же самых существ, которые были ниже его, наблюдая и просматривая, как они справляются с задачами, как они проходят опыт. Он учился и исправлял какие-то свои решения, менял свои решения. Если просмотреть немножко глубже, я вижу, что он создавал преграды для того, чтобы смотреть, как человек может пройти эти испытания, и как он может терять свой свет, и как он может восстанавливать и держать этот свет. Это все идет как уроки для него, потому что только через физику ты можешь понять больше. На тонком плане все происходит очень быстро и легко. Ты только подумал, и уже у тебя все есть. На физике даже тогда, когда вибрации были намного-намного выше, все равно это была физика. И то, что происходило на Земле, да и других планетах, это было его опыт, это было его учение. Он развивался через это, как и многие души, которые приходили в тела людей, аватаров для того, чтобы пройти опыт и развиваться. Да. В каком изначальном состоянии сознания
рождались изумрудные скрижали. У него это сознание постоянно было. Это не то, что он что-то включал и выключал. Это его сущность. Времени там как-то тоже иначе идет. Он бессмертный, он, он как энергия, которая держит вот эти знания и которая распространяет все вокруг, но оно не заканчивается, оно нигде не начинается, нигде не заканчивается. Оно просто есть. Да. Какой ключевой кризис человечества он стремился разрешить? Он больше как наблюдатель, он как архитектор, я как проговорила, это, наверное, лучший, э, лучшее описание того, что есть. И он просто понимает, что каждый опыт, он очень важный. Нету плохого или хорошего опыта, есть просто опыт, который каждая душа принимает решение пройти в какой-то период своего развития. И если мы думаем, что для них может быть обидно то, что люди друг друга убивают, они просто наблюдают за изменами энергетических полей, как это влияет, как агрессия и человеческая кровь, пролитая на Землю, как она меняет вибрации, как это соприкасается со всеми, что происходит, что есть вокруг, и как это влияет друг на друга. Это было больше как лаборатория. И все, что в ней происходит, это допустимо. Так что какого-то эмоционального плана я вообще не считываю. Это только наблюдение, и все, что происходит, это для того, чтобы какую-то галочку там у себя в тетради положить. И сказать, вот это проработало, а вот это надо как-то еще отработать и что-то дополнить. Да, Как именно кодировалась истина для передачи сквозь века? через ДНК человека это идет из поколения в поколение, записывается вся информация именно в ДНК. И если очень хорошо просмотреть, мне показывает, было до 15 ДНК свиток вот этих, как они называются. Остались 2, но у многих людей с возвращением памяти, с возвращением принятия себя и осознания себя, наши ДНК-спирали, они увеличиваются и появляются новые, пока только на тонком плане. Но я так вижу, что очень скоро
люди начнут разговаривать о том, что вот они нашли и третью, а потом и четвертую Пару. пару ДНК, да. Ну, вот эти косички, да, как они, Да. вот линии. И через это будет приходить информация. На данный момент мне показывают, что тела, они слишком загрязнены для того, чтобы открыться всей информации. Это как датчик, который долго не работал, и он дает шумы. Так что услышать информацию очень тяжело. Но когда меняется вибрация Земли, меняется вибрация самого человека. Тот, кто не сумеет поднять свои вибрации, он просто выключится. А тот, кто сумеет поднять вибрации через очищение тела, отказа от всех привычек, которые мешают телу дышать, они, они будут сами творцами. У них будет открываться то, что они даже не могут себе представить, потому что этого никогда не видели, не слышали. А нашему мозгу тяжело представить то, что если у него нет картинки. Но эта память, она приходит. И много людей это осознают и чувствуют, и понимают. Да. Какова темная сторона принципа ментализма? Если смотреть со стороны вот как бы высших сил, там нету никакой темной, никакой светлой. Есть только энергии, которые наполняют друг друга. Так что если я пытаюсь просмотреть какой-то негатив, мне просто показывает, что негатив в головах человека. Они ищут негатива вместо того, чтобы обращали внимание и, и соединялись с позитивом и светом. То, что ты имеешь в своей голове, то, что ты и производишь наружу. Мне показывает пример такой, что если ты пошел в интернет и ты нажал лайк к чему-то плохому, тебе будет постоянно показывать то, что тебе понравилось. То, что ты подпитал, то ты сделал сильнее. У них там нету ни хорошо, ни плохо. Это сам человек выбирает. Он выбирает идти в разрушение или идти в расширение. А для них там наверху это все есть опыт. В конце концов, каждый все равно приходит в единое соединение с Творцом. Мне просто вот про этот ментализм они вообще ничего вот как бы даже проигнорировали. Твой вопрос. Да, все. Где главная ложь, искажающая его учение? Самая главная ошибка — это
когда мы пытаемся божественное поставить в рамки и описать человеческими словами и объяснить человеческим умом. Этого никогда не получится. Также и про учение Гермеса. Они Нельзя, без мгм. рамок. Нельзя А великое описать маленьким или маленький, да, на маленькой бумаге оно просто не помещается. Что бы ты ни писал, ты всегда не сумеешь найти подобающее слово и подобающее описание, чтобы рассказать ту истину. Мне теперь показывает много людей, которые побывали в предсмертном состоянии, когда они слышали музыку и чувствовали безграничную любовь. Они это осознали, это почувствовали. Когда они пытаются это рассказать кому-то другому, они сами понимают, что не хватает человеческих слов, чтобы это писать. Это надо только почувствовать через свою душу. нет, И да, мгм. Нет такой бумаги и нет такой ручки, которой бы можно было воссоздать какую-то высокую истину, да? абсолютно так. И мне вот показывает, что если мы будем говорить про учителей, которые приходили на землю и приносили любое знание, каждый раз люди искажали их через свое восприятие, через свое понимание своей истины. Истина есть у каждого своя, правда есть у каждого своя. И даже то слово, которое идет от учителя, оно искажается через призму восприятия. Это зависит от твоего воспитания, от твоего настроения. Материальный мир — это как царство кривых зеркал. Тут идет абсолютное искажение всего. И то, что приходит к нам оттуда, отверху, от наших учителей, мы получаем, ну, это очень хорошо, если получаем где-то 7% того, что они имели в виду, а все остальное есть искажение. Так что любое учение, которое человек принимает решение изучать, это всегда должно идти не через ум, а через сердце, через ощущение внутри, потому что программы работают на наш ум, а сердце, оно программ не принимает. Наши чувства, они без программ. Оно не лжет, оно говорит, где есть истина, а где есть ложь. И только через эти ощущения можно познать какую-то истину. А если ты днем и ночью читаешь книжку, ее выучиваешь и можешь рассказать пунктики первому встречному, доказать истинную любовь Бога, это все идет от ума. Это все идет от ума. Да, Какой звук или вибрация лежит в основе его магии? это уже сакральное знание. Нет одного звука. Есть соединение
соединение слова, намерения, вибрации. Да, это есть не одно какое-то слово, не одно какое-то движение. Это все это полное учение, которое открывается тоже только избранным. Ты можешь прочитать это все, но если тебе не позволено познать истину, если ты не находишь ключ для замка, чтобы это все открылось, а все открывается через сердце твое открытое, через детскую любовь, вот эту наивную, не наивную, как сказать, неиспорченную любовь, когда ты просто как ребенок радуешься всему. Это много, как бы кажется, все очень легко, но на самом деле очень, очень все запутано. Для того, что не дошел тот, который не может туда идти, потому что эти знания, они могут просто уничтожить Вселенную. Что запрещено знать даже посвященным? Но это мне тоже не говорят. Это запрещено знать даже посвященным. Нам тоже это не позволено знать. До этой истины доходит тот, который начинает искать эту истину. Когда ты проходишь промежуток какой-то, когда ты проходишь, получаешь какие-то знания, тогда тебе открывается то, что закрыто или никогда не открывается. Это как у нас, знаешь, бывает, говорит, есть вопросы, когда мы проходим какие-то курсы или что, всегда есть. А есть у вас вопросы? И вопросов нету до тех пор, пока ты не начинаешь открывать знания. Чем больше знаний ты открываешь, тем больше вопросов у тебя появляется. Когда ты превращаешь информацию в знание, да? Да, да. Изначально у никого никаких вопросов нету, чем больше ты развиваешься. Когда ты понимаешь, что ты очень много знаешь, ты понимаешь, что ты не знаешь еще больше. И этот процесс, он никогда не останавливается. Чем больше ты знаешь, тем больше ты не знаешь. Это и есть одна из истин. Чем выше поднимаешься, тем шире становится горизонт, да? Непознанная, да. Какой свет он описывал как основу творения? Это опять как спектрум. Это как ломается свет. Идет белый, и он ломается в радужный. Нет одного света. Есть разные оттенки. Даже Творец имеет разные оттенки. И это опять идет как ограничение. У каждого есть свой опыт, и каждый принимает и видит тот свет, который ему нужен. Даже та же самая картина, которая написана знаменитым художником, разные глаза видят разные детали и принимают разные. В том и есть прелесть земного измерения, что у тебя нету ограничений. То есть у тебя есть ограничения, но тем самым ты можешь расширяться отдельно от всех остальных и искать свою истину, которая подходит только тебе одному. У тебя
столько возможностей здесь, которых нету нигде больше. Как только ты осознаешь и расширяешь это осознание, когда ты идешь и берешь этот свет Творца и превращаешь всевозможные цвета радуги со всеми отцветами, тогда ты сам становишься Творцом. Да, Какой один физический объект был ключом к его силе? любовь. Ты можешь говорить, это не физическое. Ты прочла мои мысли. Но Но это есть. Та любовь, которая есть наверху, это не физическая. Здесь, где есть тело, любовь становится другой. У нее тоже появляются разные оттенки. Это не хорошо, не плохо, она просто другая. Она тоже растет, она тоже развивается. Как и все остальное, что приходит на Землю, все имеет движение и продвижение вперед. И сейчас я вижу такую, как сферу. Вот как сфера, она называется любовь. Вот так мне показывает. Он просто держит в руке и повторяет. Это любовь. какой вкус имеет истинное алхимическое превращение? Если мы говорим про вкус, это всегда то, что мы чувствуем во рту, это первое. Здесь и сейчас Смысл мы намного начинаем другой. придавать другие значения, но это уже идет искажение, потому что изначально слово «вкус» — это то, что ты чувствуешь вкусовыми рецепторами. Потом люди начали чувствовать вкус моде, вкус книгам, но это уже не через рецепторы вкусовые, это уже идет искажение. Это высокий вкус. Что Это является... искажение. Мне просто проговаривают, что это слово есть искажение, потому что там, кроме чувств, ощущений наверху, там ничего нету больше. Вкус можно почувствовать только на земле, когда ты физически что-то пробуешь. Там все есть. Знание, все есть. Вот эмоции, вот через ощущение такое, как даже пытаюсь описать. Вот теплота, да, тепло. Вот ты видишь котенка какого-то, вот какой-то картиночка там, милый ребенок или кошка, у тебя вот заливает тебя теплотой. Вот это и есть вот эти ощущения такие, как вибрации. А вот вкус — это только на земле. Повтори, пожалуйста, меня просто вот они немножко смеются там надо мной. Вот и Осмелюсь спросить, кто смеется над тобой? тот же самый Гермес. Я же с ним разговариваю. Какой вкус имеет истинное алхимическое превращение? Для него это
просто как ежедневное. Он может взять и делать все, что угодно из астрального, из тонкого плана может вытащить через несколько секунд и превратить все на физику. Но Превращать для или создать? это опять игра слов. Для меня это превращение, потому Мгм. что он создал все там на тонком плане и потом только вытащил это все на физику, то, что превратил на тонком плане. Но слово превращение при и вращать. Что здесь такого загадочного в превращении? Перевернуть из одного, из, э, из одного, как сказать сейчас? Это как и из воды превратить в лед, и лед тает и превращается в пар. Вот тебе и превращение, говорит. Это вот как бы одно целое, которое имеет разные субстанции, Состояние, да? состояния, да. Вот так можно вот и вытаскивать И мысль из... превратить в нечто А материальное, да? это люди так и делают. Они сперва придумают какой-то план, потом его переносят на бумагу, обдумывает все, а потом они уже строят. Без мысли. Это изначально. Это как вот этот пар. Ты не можешь ничего сделать. Ты можешь начинать что-то, но все равно у тебя в голове должна быть какая-то идея из тонкого плана соединения. И вот про алхимию, вот если вот когда я проговорила про самого Гермеса, что для него это пустяки, он говорит, это все очень просто, даже как бы не задумывается. А вот для человека, когда он познает знань, у него есть знания, он получает какие-то соединения с высшим разумом, через который ему передается знание и сила, вот именно тот момент, когда он умеет из тонкого плана перемещать субъекты, он чувствует себя владыкой, он чувствует себя Богом. То есть для человеческого сознания это как наркотик, когда ты думаешь, что ты лучше всех, и ты можешь владеть Вселенной, Землей и даже самим Богом. Начинаешь выставлять себя выше всех. И за это тоже карается. То, что для них просто тут на земле, пропуская через человеческие слабости, они видят, как это меняет человеческую суть, и как человек становится злее и корыстнее. Потому сама алхимия и вот была остановлена. Человек не умел этим владеть, он не знал, где остановиться. Он мог уничтожить все. Это мне вот говорит, если дать гранату обезьяне, да, и пустить в супермаркет. Вот так с человеком, у которого есть слишком много знаний и нету Осознанность, да? осознанности, да. Потому все знания, которые приходят к нам, оно идет очень маленькими дозами для того, чтобы
не искажать и не испортить человека. Они проверяют, как ты можешь справиться с какими-то знаниями, как ты можешь справиться с возможностями, которые для тебя открываются, как ясновидение, яснознание. Если ты только начинаешь использовать это не для блага, они все отнимают обратно. Ты не прошел процесс, ты не прошел проверку. И опять возвращаясь к алхимии, это все установлено именно для того, что человек становился слишком жадным и слишком э, как бы эгоистичным и жестоким. Да, все. Как он воспринимал течение времени во время актов творения? А там времени нету. Там времени нет. И там, где он был, когда он даже приходил вот на план Земли, вокруг него тоже время останавливалось. Ты помнишь, изначально я проговорила, он есть везде, и он весь есть всегда. Он вне времени и вне пространства? Благодарю, вот именно то я и хотела сказать. Да. Так что время у него, там нет времени. Когда сущность э, любая сущность выходит на такой высокий план, да, они, когда они есть на высоком плане, там уже останавливается время, там другие законы, там все другое. Чем ближе к материальному, к материи, тем больше ограничений идет через время, через пространство. А там ни времени, ни пространства нету, там все, там есть все, Какая без ограничений. единственная... Мгм. Да, извини. Если тебе есть что сказать, Нет, можешь все, я продолжить. сказала, да. Какая единственная эмоция была двигателем его воли? Расширение. Расширение и программа помогать человечеству проходить свой опыт о Земле как душе. Надо было помогать проходить ее опыт. Так в чем единственная эмоция? Желание помочь, желание учить через любовь, через принятие, через позволение пройти То есть это опыт. все-таки любовь? Без любви ты не можешь сотворять ничего. Если мы вспоминаем интерферентов, с которыми мы встречаемся, у них нету э, творческой энергии, потому что у них закрыта любовь. Они все воруют от людей, они воруют их свет для того, чтобы что-то на этом построить. Они воруют идеи человека, который есть соединенный с Творцом и с высшими учителями. Когда у тебя нет любви, ты не можешь быть творцом. У тебя закрытый творческий потенциал. Да, без любви он бы ничего не смог сделать. Какова цена обладания знанием трисмегиста? Если ты пытаешься посмотреть на те рассказы, которые есть
в интернете, так это каждый может прочитать. Если смотреть на него суть, там только позитив, и каждый, если я смотрю на него, он очень довольный всем процессом, который проходит. Он, если мы проговорим, какая цена, это хочется проговорить какой-то негатив, да, что он заплатил Мгм. за свои труды. Опять он проговаривает. Там сказки, которые написаны в интернете, каждый может открыть и прочитать. Я в это даже не засматриваюсь. Когда ты есть Творец, когда у тебя есть цель создания новых миров, когда у тебя есть цель помочь планете пройти в другое измерение, это все есть позитивный опыт. Вы привыкли ждать каких-то зарплат за свои деяния. Отработал, получил. У нас тут другое. Тут сам процесс есть. Зарплата и опыт безграничный, потому что ты понимаешь, что без тебя это бы не произошло. Ты понимаешь, что ты есть. Ты тоже есть Творец. И твоя лепта, она помогла человечеству идти и проходить свой опыт. Только человек может сказать, хорошо или плохо, а мы это все принимаем как безграничную любовь и возможность расширяться и распространять знание, любовь и свет. Где физический центр, его сила на Земле? Я уже проговорила в самом начале, в душе каждого человека. Он Он везде и всюду, да? да, он в каждом человеке есть. Только сила у одного спит, а от другого пробуждается. И это, когда эта сила пробуждается, ты ее уже усыпить не можешь. Она есть, и она уже никогда не заснет. Так как время приходит для нас просыпаться или просто уйти, для того, чтобы прийти обратно уже с другими силами, другими осознаниями и продолжить продвижение Земли в пространство света, поднятие к Творцу, к свету. С какими внетелесными цивилизациями он напрямую контактировал? Он контактирует, вот с самого начала я проговорила про другие вселенные и другие цивилизации, не только Земля. Оно есть везде. Я опять повторяю, он вот говорит, я есть везде, я есть все. Это энергия сотворения, это энергия, она больше
Если мы говорим сотворение от Творца, да, это вот как бы изначально огромная сотворительная энергия. Но если говорить про Гермеса, это энергия как архитектора. Вот больше мне идет слово архитектор. И он и архитектор не только на Земле, но и во многих вселенных. Он везде. Нету такого отделения, что вот тут земляне, тут марсиане, тут из Венеры, тут вот оно все как-то единое. Это одно звено, это один, э, какое-то одно испытание, одна лаборатория, за которой вот дает какие-то новые вибрации, новые энергии, новые программы для того, чтобы просмотреть, как это все продвигается, как из темноты можно из света пойти в абсолютную темноту и из темноты опять пойти в свет. Это как эксперименты. Какая стихия была ему ближе всего, как проводник? Мне идет вода. Мне постоянно, вот когда я с ним, мне идет вот то лед, то пар, то вот и сразу пришло вода. В воде записывается информация. Через воду передается больше всего информации. И мне идет, что вот именно, эта вода, как в человеке тоже идет информация записанная. Через воду в человеке будет тоже активироваться осознание и какие-то новые программы, позитивные программы. Да. Где сейчас пребывает его сознание? Когда я проговорила про частицу, это одно, да. А вот когда ты говоришь про сознание, это вот больше частица. Это вот как бы мне почему-то идет 66 живых людей, в которых есть сознание, частица сознания Гермеса. Но эта цифра, это такое тоже как бы, но есть люди во всем мире, которые вот именно имеют частицу сознания Гермеса. Какая кармическая нить или, может быть, договор души связывает меня с Гермесом Трисмегистом уникальным образом? Ты один из 66. Это воплощенная частица его души? Да, только не возгордись. Это он тебе говорит, так, не я. В каких конкретных ролях я взаимодействовал с ним в своих прошлых жизнях? Магия, алхимия, влияние на массы через голосовые связки. Да, все. Какое золотое семя он посеял в ядро моего существа с определенной целью для этой жизни?
найти истинный свет Хермеса в себе и распространять вокруг себя, проявлять суть и главный закон не только Земли, но всех Вселенной. Ты приходишь в этот мир как аватар и старайся не тратить свою энергию на то, что не важно, то, что ты не можешь вынести с собой, когда ты покинешь эту землю. Ты Это можешь одеяние. вынести только то, что есть внутри тебя, твои знания, которые ты активируешь. И тот позитивный, ту позитивную энергию, которую ты получишь как награду за то, что ты помог и пробудил других, которые ищут, у которых есть вот эта частица Гермеса уже пробудившаяся и которая ищет, как заполнить эту ячейку знанием и ощущением того, что есть истина, сказать и помочь им понять, что они не сходят с ума. Это все есть энергии, которые открывают новые пространства и новые возможности в жизни каждого, который открывает свое сердце. Какое внутреннее препятствие я должен преодолеть с его помощью, чтобы исполнить свою роль в великом плане сейчас? Не возгордиться. Ты есть в человеческом теле. Ты есть только человек, пока ты находишься в этом аватаре. Не возомнись кем-то высоким. Тот, кто тебя ведет, он будет вести тебя только тогда, когда в тебе есть любовь и свет. Как только ты пойдешь в корысть, как только ты возомнишься себя выше и сильнее кого-то другого, если ты только увидишь конкуренцию где-то в другом человеке, сперва ты получишь предупреждение, а потом может быть все. Он еще не придумал. Оставляет как сюрприз, говорит. Но ты понял, ты уже все понял. Каков мой первый практический шаг, прямо указанный его мудростью на ближайшее время? Просто делай то, что ты любишь. Когда ты делаешь то, что ты любишь, это значит, душа тебя ведет. Когда ты начнешь делать то, что тебе надоело, и ты все равно будешь делать, вот тогда начинаются запоры в твоем биополе. Тогда ты теряешь связь с высшими. Все, что ты делаешь, должно идти с радостью и с любовью. Если это у тебя есть, значит, ты идешь по правильной дороге. Это твой компас. Не старайся помочь людям, которым это не надо. Тебе будет приходить только те, которые имеют достаточно знаний и которым ты можешь помочь. Если ты помочь не можешь, они просто тебе не придут. Только те, которые требуют эту помощь, просят. Просят, да, просят.
Требовать никто никого не имеет права. Это только просьба, а тогда отказать нельзя. Но все равно ты должен прочувствовать через себя, что ты Что хочешь это делать, и ты хочешь работать с этим человеком. если он стучится в мою дверь, да? Мгм. Да. Какой символ или ключевое слово является его личным посланием для меня в эту эпоху, которое будет резонироваться во всех слоях моего существа? Ты есть свет, ты есть частица Творца. И когда ты с этим соединяешься, ты сам становишься Творцом. Не забудь, кто ты есть, и помогай людям понять, какая сила кроется в них, что каждый из них не хуже и не лучше тебя. Они есть тоже свет, только каждый зажигается в свое время. И никого не надо спешить, никого не надо подтягивать. Неважно, это твой ребенок или твой родитель. Каждый имеет свое время. В конце концов, все придет в одно, но каждый приходит в свое время. Доверяй своему сердцу, меньше слушай ума, а включай свое сердце. И оно тебе скажет, куда тебе идти и как дальше проживать свою жизнь. Каков уровень моего эго сейчас? Здоровый уровень. Благодарю. Теперь на счете 3 ты прощаешься с тем. Да, за твою информацию благодарю тебя, за то, что ты мне помог в этот сеанс. Я посылаю тебе свет, любовь и благодарность. Благодарю. И на счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы подключились. 1, 2, 3. Повышаем на счете 3 наши уровни энергии и вибрации до максимального значения для каждого из нас. 1, 2, 3. Сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненным энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, мысли четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь ощущаешь приятную свежесть в сознании. И 1. Пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойно и наполненной сил. Сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние. Я еще немножко Хорошо. оставлю глаза закрыты, а то Как немножко. твои ощущения? Вообще класс. Очень хорошо. Хорошо. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памяти
Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на увиденную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогают нам продвигать наши исследования. Искренне благодарна Джулии, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи оставайтесь любознательным и открытыми к тайнам, который может раскрыть наш разум. Желаю вам мира и внутренних открытий. Всего хорошего. До свидания.